Ну что вам рассказать, друзья? Я в Хайяне, на базе. Короче, сейчас буду по порядку, да. Сразу покажу, в каком месте я оказался. Это уже второе место. Это просто, ужасно. Я не знаю, как по-другому сказать. Такая маленькая комната, в которой даже нет окон. Мне здесь очень плохо. Я хочу поскорее отсюда свалить. Я думал, что вот это окно, смотрите, вроде похоже, да? Но это, к сожалению, это не окно. Оно глухое и выходит внутрь дома. Я не знаю, как так архитекторы замутили. Наверное, они что-то курили. Короче, решил записать видос и просто поделиться своим состоянием. Состояние, такое, не очень. После путешествия было все классно. Я понял после этого, что только в путешествиях мое спасение. Потому что как только я останавливаюсь на одном месте, и, несмотря на то, что я остановился за делами, да, я там меняю технику, пауэрбанки покупаю, которые сдохли в путешествии и всякое такое, продаю вещи, там, сабборд продаю, и все равно чувствую себя отстойно. Реально скучно. Я понимаю, что, здесь все вокруг просто скуфятся так, что мне хочется отсюда бежать, и без разницы куда. Даже вот просто на берег в палатке жить будет интереснее, чем сидеть на месте, и я не знаю, чем заниматься. Реально, я просто не знаю, чем здесь заниматься. То есть, с одной стороны, я понимаю, что я могу делать украшения, что я могу там заниматься своими делами, но в конечном итоге меня надолго не хватает. Это просто все, мне кажется, что все не имеет никакого смысла. И, окей, я поделал украшения, мне надоело, я пошел прогулялся. Первый раз интересно, второй раз все, мне кажется, что это день сурка, и я просто начинаю чувствовать себя NPC из компьютерной игры. И мне хочется вылезти наружу, в тот мир, где происходит что-то настоящее, но сделать это оказывается непросто. Потому что куча всякого дерьма начинает затягивать меня обратно в этот непонятный скуфский мир, сериальчики посмотреть, аниме какое-то новое вышло. В общем говоря, я надеюсь, что я выберусь из этого дерьма. По крайней мере, я прилагаю к этому максимум усилий. Как-то так, народ. Путешествие — это просто исцеление. Сейчас снова пересматриваю свои вещи, пытаюсь понять, нужны они мне вообще или нет. У меня 2 рюкзака. Я меняю эти рюкзаки, пытаюсь подобрать себе какой-то подходящий. И я думаю, может быть, мне вообще все это не нужно. Может быть, мне пора переходить в режим бродяги. Прям реально, палатка, 1 рюкзачок и все. Потому что я таскаю с собой столько всякой хрени, инструменты, паяльники, нашивку Гринча, которую мне подарили в Гоа, всякие кости. Не знаю, нужно ли мне все это. Какое-то вот такое вот настроение, решил просто им поделиться, и я просто хожу вот так вот по этой комнате туда-сюда и думаю, что делать дальше. То есть я понимаю, что я хочу двигаться на юг, потому что здесь пришел монсун, и скоро здесь будет настолько плохо, просто настолько, что спасти может только крутой дом. Если у вас есть крутой дом, вам, конечно, дождь не страшен, но если у вас вот такое вот жилье, то я не знаю, сколько мне понадобится времени, чтобы поехать здесь кукухой. Наверное, немного. Поэтому я и решил, что нужно отсюда любым способом сваливать. Как-то так, вот какое-то такое начало моего дня. И знаете, как самое прикольное просыпаться вот в таком вот пространстве, где нет окон. Я не знаю, что на улице. Я не знаю, какая погода на улице. Есть ли там солнце. И вообще, день сейчас или ночь. Я понятия не имею, потому что я на часы даже не смотрю. Вот так вот каждый раз, кажется, выходишь, и что же там будет за этой дверью? Сейчас посмотрим. Кстати говоря, Pocket так и не удалось починить. Я попробовал аккумулятор туда новый поставить, немножко накосячил, и, в общем говоря, он снова не работает. Ладно, пора валить отсюда. Кстати, чтобы вы понимали, номер в этом отеле стоит 180 донгов. И вроде бы это самый дешевый вариант, который только можно было найти. Здесь останавливаются, как правило, люди, которые не знают еще в поисках квартиры своей. Не знают пока, куда им себя деть. А на улице, смотрите, это солнышко. Лучше бы его не было. Знаете, я даже ботинки не понимаю, зачем они мне нужны, потому что я вообще практически их и не ношу. Бывает, когда совсем жарко на улице, по асфальту ходить, может быть горячо. Но в целом это классно закаляет
ступни. Еще новости, представляете, я сделал визаран. То есть я подготавливаюсь реально, чтобы куда-то двинуть отсюда. Сделал себе визу на 3 месяца. И, в общем, вчера, когда поехал на визаран, оставил байк свой между Данангом и Хаяном. То есть где-то посреди трассы. И когда вернулся, увидел, что какие-то ублюдки вскрыли мне байк, видите, все здесь раскурочили, просто вырвали седло. И даже бенз не слили. Просто, представляете? Зачем так делать? Неужели они думали, что что-то там, не знаю, важное лежит внутри этого байка? Они что, мою аниме-девочку не видели? Что может быть ценного внутри этого? Короче говоря, как-то так. Сейчас еду до Иисуса, буду продавать там свой саппорт каким-то ребятам. В общем, я распродаю все вещи и... Да потому что мне не нужны эти вещи. Вот. Я себя пытаюсь настраивать так, что мне не нужны никакие вещи вообще. Вещи — это зло. Вещей должно быть минимум. Либо нужно уметь легко с ними расставаться, потому что иначе, если привязываться к ним, это, короче, это какая-то хрень. Я попробую что-нибудь поснимать, я не знаю, буду как-то обрывками, да, если будет настроение, я поснимаю. Митяя встречу, поснимаю Митяя, скажу, как у него дела. Тоже периодически с ним пересекаемся, конечно же. Вот. Давайте, всем хорошего дня. Знаете, единственное, наверное, что меня реально радует, это ездить на байке просто вот в хорошую погоду. Вот это просто кайф на самом деле. Все остальное — это просто пыль. Реально. Иногда вот если просто почувствовал немножко какую-то депрессуху или просто настроение какое-то, вроде бы не очень, просто садитесь на байк, на велосипед и прокатитесь по улице. Да вообще не важно даже какая улица, не важно даже где находишься. Это реально помогает. Вот который раз я замечаю, просто вот движение, оно любое состояние выправляет. Абсолютно любое. Просто едешь, смотришь на дорогу, нет никаких лишних мыслей, вот этих экзистенциальных. Абсолютно на все пофигу. Смотрите, как красиво. Блин, офигенно просто. Настроение, кайф сразу становится. Единственное, что ненадолго, потому что стоит только слезть с байка, и все, и снова возвращаешься в эту экзистенциальную, прекрасную, великолепную жизнь. Добро пожаловать, друзья! С возвращением! Прибыл на базу, гляньте, тут байков просто. Вот он, мой сапчик. Сейчас, по идее, ребята должны приехать. Вроде все нормально, смотрите, что сколько месяцев тут стоит надутый. Не сдувает, это самое главное. Так что думаю, что все ништяк будет. На улице палят дичайше. Даже вот не знаю, что сегодня делать. Чисто... я вот и занимаюсь в основном. Продаю сейчас вещи, понимаю, что мне не нужно, что можно выставить на продажу, избавиться от этого, либо подарить. Вот, как-то так. Так, что у нас закатное время? Вы опять здесь, блин. Эти телепорты меня достали. Короче, уже прошел целый день с того момента, как закончился прошлый кусок видео. Не знаю, как так получается. Как-то получается. В общем, я переезжаю в новое жилье. Такая приятная вилла. Пока что не видел, что там внутри в комнате. В общем, сейчас все подготавливают. Кстати, мои вещи теперь выглядят вот так. 2 рюкзачка, вроде все скомпоновано, ничего не торчит лишнего. Я постоянно как-то нахожусь в перепаковке, пытаюсь все уменьшить. Избавился от большой, огромной вот этой пенки и взял маленькую надувную. Короче, стало покомпактнее. Прошлый день, в общем, что случилось? Я продал саппорт, так что в целом чувствую себя еще свободнее. И вчера в отеле стирал вещи, врубил кондиционер, чтобы они высохли, и немножко простудился. В любом случае, дико рад, что я переезжаю из того ужасного номера, в котором не было даже окна. Мне было там очень плохо. Мне кажется, что у меня даже начали появляться какие-то признаки депрессии. Хотя хз. В общем говоря, здесь, сами смотрите, довольно так все уютно, светло, приятно, даже бассейн есть. Номер здесь снял чисто отдохнуть перед поездкой, потому что скоро нужно будет уже перемещаться. Сюда идет очередной циклон, прислали какие-то уведомления там в мессенджеры вьетнамские, что типа осторожно, порывы ветра, все как обычно, короче говоря. Такие дела. Сейчас покажу вам номер. Кстати, забавный момент, это место называется Бонг Вилла. Я пока не вижу здесь бонга,
но вилла классная. У меня тут уже все заселение произошло. Вот так вот сверху покажу, как это все выглядит. Достаточно приятно, уютно, даже бассейн такой не маленький, так сказать. Что, покажу вам комнату. Welcome, наконец-то. У меня есть балкон. Окна нет, конечно, но есть балкон. В принципе, комната классная. Балкон, ну, такой себе отсюда вид, конечно. Можно его декоративно оставить. А так, что надо? Кровать и классная душевая. Ванна есть! Офигеть! В общем, круто. Очень рад, что переехал в эту комнату. У меня настроение сразу поднялось. Начинаю потихоньку просыпаться. Что, меня ждут 3 дня в люксури условиях. Комната на этой вилле стоит 250 донгов за одну ночь. Но если типа искать скидки там на Agoda или Booking, то можно и дешевле найти. Снова разбирать вещи. И я не знаю, что делать, народ. Я реально не знаю, что делать. И пока что я даже об этом не думаю. Просто что-то происходит. Друзья тут рядом. Заезжаю в гости к Иисусу. Тусим там. Чай пьем. С Митяем периодически вижусь. А так, ну как-то жизнь идет. И в целом приятно. Погода вроде пока что радует, дождя особо сильного нет. В общем, как-то так. В целом все нравится. Классно. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Так, новый день или уже какой там день? Я уж не помню. Всем привет снова. Солнце. Всем здорово. Короче, мне уже лучше стало. Я тут проболел где-то, наверное, 1 день или, может, 1,5. Честно, не знаю, сколько прошло времени. Бассейн, как обычно, я, наверное, ни разу за все 5 дней пребывания здесь не искупаюсь в нем, скорее всего. Что я хочу вам сказать. Время отъезда из Хайяна приближается. Осталось, сколько мне здесь? 2 дня осталось в этом прекрасном месте. И на пути будет Нячанг. Я еду в Нячанг. Там тоже повидать друзей и так далее. Но об этом позже. Сейчас нужно выполнить некие квесты, потому что я решил, что свой скутер я буду забирать с собой. Здесь есть такая услуга, просто кладешь свой скутер в автобус, прямо на котором сам же и едешь, и приезжаешь в другой город уже со скутером со своим. А если у вас нет скутера, есть такой здесь сервис, где ты просто едешь в другой город и ставишь галочку. За 100 донгов тебя будет мотоцикл ждать прямо возле автобуса. Короче, классно, удобно. Кстати, очки свои, которые я в Халонге оставил в автобусе, я так и не забрал. Может быть, я все-таки их заберу, по идее. Они где-то здесь в Хайяне находятся. Вот, я сейчас пока на замену вот такие вот ношу. Тоже немножко их закастомил, всяких железочек понавставлял. Вот, они еще регулируются. Ну, типа, это ND-фильтр такой. И сейчас надо еще отремонтировать вот этого коня, потому что его взломали, багажник, что-то аккумулятор там, плохо заводится он. В общем, не с первого раза, видите, не работает. И вот так приходится, бывает, стоять по 5 минут, заводить его. Так что сейчас в сервис поеду, отдам его, буду сегодня пешеходом и с Митяем встретимся, узнаем, как у него вообще дела, что он здесь делает, потому что время-то идет. А что делает Митяй? Я не знаю. Я думаю, тоже. Давай. О, нифига себе, с первого раза практически. Кстати, погода что-то как будто бы облачная, а я продолжаю босиком ходить. Стараюсь максимально, минимально носить обувь вообще. Ну что, я в сервисе сейчас пытаюсь ему объяснить, что нужно сделать. Дальний свет очень плохо работает. В общем, есть еще доработки, короче говоря. Будем сейчас разбираться. Так сложно на самом деле объяснять этим чувакам, что нужно сделать, потому что если не показать на каждую проблему в байке, то он это не починит. Вот, у меня, кстати, мое розовое седло. Я его еще ни разу не выгуливал, потому что сезон дождей, и вся эта розовая штука превращается просто в какого-то облезлого кота. Так что починочка потихоньку продвигается. Вроде байк отдал. В общем, что я хочу сказать. Блин, офигеть, это сложно. Вот эта вся тема с байками, мне это так не нравится. Не, конечно, я купил этот байк за $100, и я понимаю, что его нужно чинить. Но, блин, это такой гемор. Постоянно что-то ломается. Тебе постоянно надо какие-то отвертки крутить, еще что-то. Я, честно, не знаю, как от этого можно кайфовать. Вот Иисус, он вообще в кайфе все делает. Для него байк — это просто какой-то слиток золота. Так, а ну-ка тихо. И он постоянно, его хлебом не корми, просто дай с байком что-то поделать. Для меня вот это просто реально напряг. То есть я готов отдать его в сервис, и пускай там он с ним разбирается. Но вот из-за того, что у нас есть языковой барьер,
очень сложно объяснить, что конкретно нужно сделать. Приходится по несколько раз отдавать байк, ждать. В общем, геморройная эта тема, короче говоря. Тут магазин, я здесь все время покупаю водичку. Классные ребята. Недорого продают. В некоторых магазинах вообще в 2-3 раза поднимают цену для туриста, а в некоторых, нормальные цены называют, и все. Бутылку воды там за 5 тонгов можно купить, а в некоторых 15. Прикиньте, 15. Совсем что охренели. Я иду в кафешку к Митяю. Он где-то тут тусуется. Сейчас я буду его искать. Они здесь тоже все делают, какие-то ремонты, постоянное нововведение. Кстати, здесь есть ящерица, я вам показывал. Сейчас покажу. Вот он, этот человек здесь сидит. Кстати, у Митяя новый облик, новое обличие. Митяй, здорово. Сколько лет, сколько зим. Смотрите, Митяй потерял волосы. Как так случилось? Здорово. Что, Митяй, как у тебя дела? Рассказывай. Да нормально. Вкратце. Чем занимаешься, что делаешь? Отдыхаю, как обычно. Что можно делать? Сидю потихоньку, и вот все нормально. Сидел сейчас, вспоминал про этот расклад, помнишь, банановый цветок. Точняк. Мне вот интересно. Они его срезали уже? Вот его я тоже и не вижу, что уже приготовили. Конечно, приготовили, да, смотрю. Тут идея была, сделать банановое карри, и тут висел такой огромный банановый цветок, и все, и мы, походу, профукали всю историю. Они его уже спилили. Нету, вон, видите, одни бананы остались. Что я хотел показать вам ящерицы. Здесь есть комодский дракон. Ладно, шучу, это просто игуана. Вот она. Привет, чувак! Смотрите. Вот зачем они его держат в клетке? Может, они его здесь держат и нашли его покоцанным каким-нибудь, может, залечили. Тоже непонятно. Смотрите, вольер у него не маленький. Так что вот такой вот чувачок. В общем и целом здесь ничего не меняется. Растут мандарины, бананы, цветы. Они вот только тут все мебель достраивают. Доделывают все. Вот цветы вот эти. Это редкие цветочки. Вон там какие-то пчелки. Народ, зацените вайп просто этого места, где мы все время зависаем, кофе пьем. Адвенчер в игре в какой-то, компьютерный, да? Как мы в таверну пришли, нам нужно квест взять, А NPC нету, потому что кроме нас с Митяем в этом месте абсолютно никогда никого не бывает. Вот без шуток просто, где все люди? Сколько бы времени уже здесь? Да, мне кажется... но это так классно, наоборот, когда приходишь, и тут никого нет. Да. Вот у любимого беседочки по центру сада. Вот этот просто экран впереди, 4К. Не чилишь, смотришь Netflix. Да, и плейлист, конечно, здесь это отдельный вид искусства, как из какого-то аниме-мультика. Народ, как-то вот так вот это все проходит в моменты, когда не путешествуешь, просто на месте зависончики. В целом чилово, прикольно, особенно когда на фоне вот эта музыка из аниме играет, это дополнительная реальность какая-то. В целом классно. Сегодня еще погода хорошая, обычно в это время уже дожди начинаются. Поэтому я, собственно, отсюда и сваливаю. Опять Ничанг. Посмотрим, может, там что-то изменилось. Интересно, кстати. Новым взглядом, так сказать, посмотреть на место, где полгода жил раньше. Как это я вовремя камеру достал? Я даже тебя не видел, на самом деле. А я сейчас там сервис у байк. У меня тоже там байк в сервисе. Я сейчас тут забегать. Пару поменял, да? Такое. Я надеюсь, что это здорово. Я надеюсь, что хоть будет работать свет. Пойду забирать байк смотреть. Я зайду сейчас, заеду. Вот так вот. На райончике со своей. Так, а что, время уже закат-то практически. Вот так вот день и пролетает. Вышел, кофеечку попил, и все. Закончил дела на сегодня. Все зачинено, свет мне починили. В общем говоря, надеюсь, что ночью хотя бы будет что-то видно теперь. Ура, я снова на ходу! Как говорится, вот и новый день прошел. Ну и нахуй он пошел. А я еду смотреть закат к Иисусу на крышу. Потому что что еще можно вообще сделать полезного сзади? Наверное, много всего можно. Но если вы и посмотрели закат, то можно считать, что день прошел зря. Что, уже Джаз дома никого нет. Ребята поехали хавать.
Хорошо, когда можно так зайти в гости к друзьям, похозяйничать. Тут себе водички кипячу. Заварю сейчас чая и пойду на крышу любоваться последними лучами солнца уходящего. Ребята из дома съезжают скоро уже. Представляете, сколько вещей? Куда вот это все девать? Наверное, это все здесь и останется. Куча вообще, какие-то инструменты, вещи, рюкзаки, бинбэги. Тут половина этого дома была куплена, конечно, за целый год жизни практически. О, это моя шляпа. Короче, даже интересно, что здесь будет со всеми вещами. Кто здесь будет дальше жить, может быть, там Вита будет оставаться. Еще здесь там ребята живут. Может, продолжать будет контракт этого дома. КЗ. Так-то дом хороший. С сауной. И пить. А чаечек есть. Пил. Что-то здесь давно никто не тусит. Мастерская Вита. Смотрите, как обжились. Компрессор. Всякие полировочные машины, куча инструментов. Вот как это все теперь будет с собой куда-то увозить? Я не знаю. Закат. Ну, в общем, тут мы делаем обычно все вот так. Вылезаем на крышу. Главное, осторожно. И отсюда самый такой козырный вид открывается. Собственно, на всю деревню. Ну, не красота ли? Друзья, смотрите, как облачно. Тайфун приходит. Все тут ждут этого тайфуна, но вроде говорят, что он как-то мимо нас обходит. Можно вот заметить по тучности, да, такое скопление, и все куда-то уносит ветром. Короче, закат особо вот такой сегодня не особо яркий. Ну, тоже прикольно. Митяй поехал в сторону пляжа. Что-то там у него тоже какие-то квесты. Пытается найти себе жилье. Хочет остаться здесь, в Хайяне. Хотя я не знаю, что он будет здесь делать. Потому что все отсюда уезжают. Ну, типа, монсун надвигается. Все едут на юг. Я ему как бы предложил. Говорю, а что ты тут? Он говорит, отдыхать будет. Как-то вот так. Красиво, тихо, спокойно. Особо без какой-либо движухи. Ну, то есть здесь реально ничего, вот честно, не происходит в Хайяне. То есть есть какие-то тусовки, но я прям не назову это даже какими-то тусовками. Это скорее так, пенсионеры собрались на досуге музыку поиграть. Вот так вот это назовем. Как бы у привычных нам рейвов как бы здесь уже нет. Последний раз, я помню, такие прямо мощные вечеринки, похожие на Гоа, это мы устраивали в Нячанге, когда только приехали. И было реально классно. Там по 200 человек собиралось народу. Это было круто. Короче говоря, если сам не начнешь делать здесь какой-то рейв, какое-то мероприятие, не возьмешь на себя ответственность организатора, то никто ни хрена здесь делать не будет. Вот такие вот реалии, друзья. Как-то так и живем. А когда вот ответственность-то кто на себя хотел брать? Конечно, никто, потому что в большинстве своем безответственные хипари здесь все мы. А какая? Зачем нам эта ответственность? Мы, наоборот, хотим себе снять всю эту ответственность, максимально в свободе в какой-то находиться. Захотел, поспал подольше, захотел, поел побольше и так далее. В общем, как-то так вот действует на всех засиживание на одном месте. Ну, по крайней мере, на меня уж точно. Все, остановился, снял жилье, особенно если вот на месяц сразу себе арендовал, то все, можно, в принципе, не мечтать, что уже куда-то поедешь, но possible практически. Ну, очень сложно раскачать себя на какие-то путешествия. Поэтому я сейчас и не снимаю себе никакого жилья в долгу, я просто в отелях, сначала в одном, во втором, в третьем, чтобы, ну, как сказать, был такой волшебный пендель чекаута, который меня отсюда куда-то переместит. Но место, конечно, козырное вообще. Высоко сижу, далеко гляжу. Иисус умеет дома выбирать. Друзья, хотел поблагодарить, пока не забыл, тех, кто на мой бусти подписан. Вообще все наши приключения с Митяем, если вы не в курсе, оно все лежало на бусти. Ну, то есть я в путешествии почти все видосы смонтировал прямо вот, когда находился уже в трипе, и выложил все на бусти для людей, кто меня поддерживает в первую очередь. Вот, так что спасибо всем, кто был подписан на мой бусти и смотрит за нашими приключениями. Спасибо большое, это очень реально помогало, поддерживало в путешествии. Благодарю. Ух, не знаю, народ, не знаю, что будет там дальше. Сейчас вот в Нячанг я поеду, я все думаю, пытаюсь как бы себе вот представить, что будет происходить дальше. И я не понимаю, реально, я не знаю просто.
И не только я думал, что, может, это у меня такое, что я, типа, не знаю, что делать вообще со своей жизнью. А представляете, оказывается, никто не знает. Вот вы знаете вообще, что вам делать в своей жизни? Я, конечно, понимаю, что у многих людей есть программы, да, так сказать, божественные. Кто-то детей там должен рожать, демографию повышать и так далее. Ну а вот люди, которые просто не обременены, так сказать, детьми там и так далее, вот вы чувствуете, в чем вообще предназначение вашей жизни? Для чего вообще все происходит? Для чего живете? Чего хотите? Я вот пообщался с людьми, и, знаете, я понял, что никто особо-то и не знает. И причем нет разницы, хоть я 20-летнего встречаю, хоть я 50-летнего встречаю, то есть мне в прямом смысле слова 50-летние люди говорили, что они не знают, что им делать дальше. Представляете, это для меня было сначала шоком. Я думаю, как это так? Подожди, ты в 50 лет не понял еще, что тебе делать? А он такой говорит, да. И тогда я понял, что никто ни хрена не знает. И это пугает на самом деле. Ну, немножко. В хорошем смысле этого слова. Даже интересно как-то. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот реально, вы какое чувствуете свое предназначение? Что вы чувствуете? Зачем вы живете? И реально вот объективно, что конкретно у вас вот главная ваша вот эта вот цель в жизни? Вы что конкретно чувствуете своей целью? Сразу для интереса давайте уберем вот эти примитивные животные темы, типа рожать детей, там есть или получать удовольствие, ну, в плане дофаминовая погоня, вот это за адреналином. Вот это вот уберем, и вот теперь давайте подумаем, что остается, для чего вообще мы живем. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Вот обещаю, на каждый комментарий буду такой отвечать. Ребят, какой же кайф просто проехаться, блин. Езда на байке исцеляет. Надо в больницах начинать прописывать. Если человеку просто хреново, иди покатайся, блин, чувак. Какие нахер таблетки? Просто сядь и прокатись. Все пройдет. Вообще, все. Фух, ну и денек. Вроде вот ничего не делал особо такого за день. Ну, типа, байк отдал ремонтировать, кофе там попил, посидел с Митяем, встретился с ребятами, с Иисусом, с Вита, с Олегом. В общем говоря, ну, просто был практически весь день со своими друзьями. Почему я ничего этого не снимал, спросите вы меня? Вот это просто загадка. Это реально как код Шрёдингера. Я вообще думаю, знаете, про теорию вот этого эксперимент с частицами. Когда вот есть наблюдатель, то происходит по-другому, себя фотоны ведут. И тут такая же тема, как будто когда я включаю камеру, допустим, ну, в какой-то обычной разряженной семейной как бы такой обстановке, где все свои в кругу. Если вот включить камеру, то все становятся все равно чуть-чуть другими. И вот эта вот магия настоящести, она пропадает. Короче, записывать вот такие моменты для меня всегда было сложно, потому что, вот знаете, у меня вообще в жизни вот такое воспитание почему-то сложилось, что самое такое основное для меня важное в плане вот личностных границ каких-то, это минимально беспокоить человека, который находится рядом со мной. Поэтому, блин, мне всегда было сложно достать камеру в каком-то вот таком бытовом моменте, поснимать людей там и так далее, как будто бы это даже и неуместно. Не знаю. И самое странное, что именно вот в такие моменты, когда камера не включена, появляются самые интересные темы для разговора. Мы обсуждаем какие-то просто невероятные темы, мозг можно взорвать, то есть брейнштормы такие происходят. Ни разу не получалось ничего подобного записать. Когда есть вот это специально спланированное, давайте запишем, как мы будем общаться, все, ни хрена не работает, пропадает вот эта вот настоящесть. Вот и новый день настал. Последний, кстати говоря. Взял билеты на завтрашнее число. За окном прекрасная погода. Сегодня нет особо солнца. Ну и в принципе примерно такая погода будет, наверное, следующие месяца 2-3 в этой местности. Я уже тут практически собрал вещи, готовлюсь к выезду. Завтра в 6 вечера автобус. Сейчас немного раздупляюсь, ну, по классике, в кафешку. Там Митяй должен подъехать, как обычно, короче. День с рукой. Так, ну что, погнали. Тапки, опять эти тапки. Вот зачем я их купил, не понимаю. Вот он, мой конь.
Украли! Украли мою девочку! Да что ж такое? Кому нужна была моя девочка? Моя аниме-девочка, блин. Ребята, вы представляете, я столько месяцев уже ездил с этой девочкой на спидометре. Зачем кому-то понадобилось ее вырывать? Посмотрите, прямо с корнем вырвали. Блин, ну вот это просто... Я считаю, что это некрасиво. Зачем так делают люди? Вот знаете, участь всех художников — это делать этот мир красивее. Просто что-то в него добавлять, какие-то вот элементы. Для чего? Для того, чтобы другим людям было красиво. Ну и самому себе чуть-чуть тоже, конечно. Но зачем портить искусство? Зачем вторгаться в него? Я вот этого, если честно, не понимаю. Кому это могло помешать? Сложно сказать. Самый прикол, знаете, в чем? Я не забираю никогда ключи из своего байка. Ну, типа, думаю, да зачем? Кому нужна эта рухлядь? Украли девочку и ключ вынули из байка и положили вот сюда. Представляете? Ну, то есть могли бы забрать байк вообще полностью. Почему забрали девочку? Короче, вот так вот начинается мой сегодняшний день. Не знаю, я не буду по этому поводу расстраиваться. Для меня это повод купить новую аниме-девочку и повесить ее на приборную панель. Ну, блин, зачем вырывать было? Вот этого я не понимаю. Можно было аккуратненько снять и сделать все четенько. Вот туду. Да, говорят, знаете, что в Хаяне не воруют. В Хаяне типа все окей, только в Нячанге воруют. Да везде ворует народ. Очнитесь, окститесь. Весь мир пиздит вещи. Я не знаю, почему это происходит, но вот это вот какая-то врожденная клептомания есть у многих людей. Я честно, искренне не понимаю, для чего некоторые вещи нужно воровать. Ну вот, то есть аниме-куколка. Я понимаю все. Реально, я очень понятливый человек. Но зачем кому-то эта аниме-куколка? Представляете, она уже не первой свежести. Сколько я ее возил на этой приборной панели? Ну, то есть она уже потасканная, поюзанная. Это все равно, что, блин, секс-игрушку найти на помойке и забрать ее себе домой. Ох, люди. Такие интересные и такие непонятные. А ведь я так ее любил. Вот во мне Шерлок проснулся, я думаю, вдруг кто-то ее просто, вырвал по каким-то причинам и выбросил в мусорку. Типа такой, аниме-девочка на байке. Где моя девочка? Где моя девочка, блядь? Угар, блин, я куплю себе новую, а что поделать? Друзья, сейчас вы можете наблюдать, это не фантастика, так выглядит день сурка. Вам не кажется, что это уже происходило? То есть это происходит абсолютно практически каждый день. Вот здесь сидит лысая голова Митяя. Я захожу сюда, где-то это было. Здорово. Привет. Где-то это было, причем абсолютно недавно. Да, и каждый день это будет повторяться. Ну, Конечно. да. У всего есть конец. Классический набор. Кофеянский латте. Пуэрчик еще на всякий случай. Это если не доразгонит кофе. Я не знаю. Митяй, ну что, сегодня у тебя какое-то понимание пришло? Что делать будешь? Да что, Сам. все хорошо будет тут? Тут в Хаяне Пока что оседаешь? так, месяцок пока что, да, там посмотрим. Там нужно сделать будет визу на подольше и уже вот отталкиваясь от этого что-то думать дальше, ориентироваться. Ну давай, что догоняй на юге. Я думаю, пересечемся 100% лишний раз и помониторим еще местность, столько ж мест еще. Ну да, вот он, пес, ну-ка. Ну, вроде не убегает. Он не убегает, Всё. но он так, знаешь, с каким-то, с осторожностью. Да, ну тут собаки с осторожностью, Да, конечно, да. потому что здесь, если собака не осторожна, ее кто-то уже завтра ест в супе. Представляете, тут есть собачий суп. Есть и, на минуточку, кошачий суп. Вот такого вот не хотели ли? Фобо, фога и вот еще какие-то там названия с собачьего и кошачьего. Я когда узнал, думаю, блин, офигеть. Это где, в какой провинции вообще такое в меню подают? А как-то раз, значит, мы ехали на Визаран, и впереди нас едет на мотоцикле чувак, у него в клетках кошки и собаки. И прямо их там дофига, они, по ним видно, что все, они уже знают, что их сейчас будут варить. Короче, ужас. В этом плане, вот знаете, когда кто-то вот культуру узнает Вьетнама,
Все такие: вау, Вьетнам такой красивый, это так прекрасно, посмотрите, как здесь здорово и удобно жить. А потом вот такую мелочь узнаешь, типа, и сразу может мнение, да, измениться о человеке, типа, прямо о целой нации. Фу, Вьетнам, не поеду теперь, они там едят кошек и собак. На самом деле, народ, вот если вы встретите где-то, где готовят кошку и собаку, это вам повезти, наверное, должно, потому что я уверен, что такое происходит где-то в провинциях, вообще там в глухих деревнях, где туристы никогда в жизни не видели. Потому что в современном Вьетнаме вы нигде такого не встретите. Я уверен, что это на законодательном уровне, возможно, даже запрещено. Ну, как бы, может, общая договоренность такая есть, потому что они-то в курсе, что туристы не любят, когда кошечек и собачки едят. Ну, да. Кто любит, когда кошечек и собачки едят? Всех по-разному. А в Корее любят. Я читал, что в Нячанге есть кошачье кафе, где кошку едят, но типа это скорее какая-то экстремальная кухня, я не знаю. Дайте гладить кошечек и собачек. Не будем их есть. Все, раз уже ночь настала. Почему так быстро идет время? Мы только сюда зашли, и солнце светило, а вот раз уже и все, и ночь. Это все порталы времени. Вообще. Так и вся жизнь может пройти. Эти двигающиеся стены азиатские. Можно посмотреть, во что азиатские дети вообще гамают. Что за игры? Это какой-то вьетнамский Майнкрафт, по ходу дела. Да смотри, 21 век, что с графикой вообще происходит? Почему как бы все уходит в пиксели, а не в реализм? Я, кстати, задавался тоже этим вопросом, как какая-то есть, да, в плане. Да это какое-то, не знаю, упрощение. Упрощенность, да. Бам, гребаные телепорты, это опять новый день. Короче, сейчас будет совершаться история моих очков, которые я забыл в самый первый день прибытия в Халонг. По идее, водитель должен был вернуть их сюда, в Хайан, я попытаюсь сейчас их найти. Надеюсь, они будут здесь, потому что я очень любил эти очки. Блин, я разбудил какого-то чувака. Я не знаю. Он просто сказал мне: жди здесь. Короче, последний день, все, я сегодня уезжаю. И что, надо успеть столько всего сделать, повидаться с друзьями. И, короче, вот заехать забрать очки. И еще что-то, наверное, нужно. В общем, вот это последние дни, когда уезжаешь куда-то в новую жизнь, они всегда такие странные. Ну, я уже начинаю привыкать к этому. Офигеть, смотрите, сколько здесь рыбок. Вообще, целый этот питомник. Можно открывать свой рыбный магазин. Короче, как-то так, народ. Иисус уезжает в Далат, Митяй что-то тоже никуда не хочет ехать, остается здесь. Вита тоже остается в доме, у него куча вещей. В общем, кто куда, кто остается, кто едет дальше. Каждый вот так сам выбирает, что ему делать, как ему комфортнее. Конечно, самое простое — это вообще никуда не двигаться. Реально, вы не представляете, насколько проще взять сейчас, снять квартиру прям на месяца 2 и просто скинуть вещи, выдохнуть и такой: фух, ну все, можно 2 месяца жить спокойно. А вот когда в путешествие отправляешься, ну или просто начинаешь себя перемещать из точки А в точку Б, неважно даже есть план или нет особо его, то, ну, совсем другая жизнь. То есть по-другому себя чувствуешь, как-то более становишься каким-то, что ли, энергичным, вот я заметил. Потому что как только сидишь, это все выравнивается, и ты такой, ну, просто проживаешь эту свою лучшую жизнь. Сидишь себе спокойно на месте, знаешь, что у тебя следующие месяцы, ну, как бы, ничего такого резкого не случится. Аренда проплачена, типа, живем. Поэтому люди делятся на 2 типа. Кто-то хочет куда-то приехать, сразу себе на полгода быстрее найти себе дом, квартиру, и такой осел, и все. Живем дальше опять, существуем. А вторые — это те, кто ну тут пожили, там пожили, сям, а как там у вас вот там? О, я приеду, сам посмотрю. И вот начинается вот это вот, куда ты идешь, а зачем идешь? Непонятно вообще, потому что у самурая нет цели, есть только путь. Вот так и живем. Смотрите, я вам много раз уже показывал это, но гостеприимство вьетнамское, оно, знаете ли, такое. Ты как бы подходишь и берешь мастербон. Прокурен уже жестко просто. Через него, мне кажется, 3 миллиарда раз уже пыхали. И даже если туда ничего не положить, можно убиться с одной затяжки. Я не сильно вообще любитель вот этой вот темы. Да и табак уже не курю очень много. Так что горжусь собой, что бросил курить.
Так, короче, жду очки. Я прямо очень сильно хочу их вернуть. Fly, thank you, bro. Йо, ребятушки, ача, они уже легендарны просто. Они ко мне вернулись. Представляете, я тут сидел, и подъехал этот автобус, и они ездили, эти очки ездили в этом автобусе, короче, по всему Вьетнаму. И я оказался вот именно в тот момент, когда этот автобус снова приехал сюда. То есть они их даже не выложили из автобуса, блин. Короче, это сразу плюс 150 к настроению этого дня, и я надеюсь, что переезд будет классный. Так, ну что, вот эта история мне тоже, конечно, нравится. Я тоже полюбил эти очки, но они не сильно удобные, но прикольные. Это что-то типа в духе Burning Man больше, наверное. Так что я их очень редко надеваю. Это, так сказать, за неимением лучшего, но вот это, ну, вы сами все. Это уже совершенно другой уровень. Короче, погнал, не знаю, что делать. Последний день с друзьями надо проводить, наверное. Уезжать. Погода, кстати, просто шикарная. Гляньте на эти облака. Вообще, вот это, блин, картина Рериха просто. Вживую, и никакие Гималаи не нужны. Офигенно, очки на месте, погода классная, настроение просто колоссальное. У-ху! Уже у Иисуса дома. Чем я тут занимаюсь? Уже закупил продуктов себе в дорогу и сделаю новые коврики. Старые, видите, во что превращаются. Негоже, да, ехать в Ничанг вот с этим. Ну, гляньте, никуда не годится. Мусор. А вот это я понимаю. Это уже вот просто от коврики и все уже. Ну, как-то целостнее картина смотрится. Вот, собственно, дела перед отъездом. Ох, блин. Чем занимаюсь вообще? Живу. Отправляюсь сейчас на виллу. Вон тут уже Митяй подошел, короче, какие-то... Иисус поехал на закат. Последние прощания. Кстати, вот, смотрите, нам тут пришло бонус, подарочек. Подарочки из Россиюшки. Иван-чай. Наши друзья делают сами Иван-чай. Разные всякие там купажи, в общем говоря, глядите, целую коробку чаев отправили. Так что, если кто-то хочет чаечку заказать, Иван-чай, очень классный по качеству, вообще вкусный, офигенный чай, то ссылку оставлю внизу, где вы можете его купить. Вито. Здорово. Что ты тут делаешь? Мороженое кушаю. Вито уже тут начал мороженое сам производить. Прощаться пришел. Все? Да, я еду сейчас вещи собирать. Ты мороженку на ход ноги, может, сделаешь? Конечно. Вита уже готовит все реально, просто все виды еды, сладости, торты, мороженое. Что дальше? Дальше, не знаю, свой ресторан. Сеть ресторанов. Неплохо. Не меньше. Неплохо. Тогда тебе нужно клонировать себя, чтобы кто-то так же готовился. Обучить кого-то. Да. О, че, почем продаешь мороженое? Тебе? Ну, вообще, в целом, нет, вот цена мороженого самодельного домашнего. Я не знаю, где-то 20-30 долларов. 20-30 долларов. Не, домашнее намного вкуснее вообще. Все. Что не приготовь. У нас тут почти закат. У нас тут тучи дождевые откуда-то нарисовались. Тут по соседству стройка вообще началась, смотрите, прямо рядом с домом. Меня вот тут байк оставил, когда выезжал путешествовать, приехал. Весь байк в бетоне. Немного неприятно. Ну, что поделать. Вот это Vito байк. Honda Win, по-моему, называется. Это уже Франкенштейн, там пересобрано все, переделано. Палец ему там чуть не отхреначило этой цепью. Универсальная модель. Ага. Митяй, тебе тоже пора приобщаться к байк-культуре. Приобщусь, время придет, приобщусь моментально. Ну, смотрите, какая штука еще есть. Вот это какой-то... Получился очень странный арт-объект, на который я приделывал свои дреды. Я собирал волосы и катал из них дреды. Полный лук, чтобы... О, нормально.
короче, такой страж. Как персонаж из аниме какого-то. Вот куда потом все это? Тут останется в доме. Да. Хозяин найдет, подумает, что они сделали вообще. Вуду, это кукла Вуду. Так, ну что, короче, поедем на виллу. Митяй со мной поедет, он там хочет еще что-то узнать, может быть. Может, даже будет там жить. Ладно, Вито, спасибо за мороженое. Давай увидимся в Нячанжелесе, где там Муйне, мало ли. Увидимся по-любому. Мир тесный. Да, Вьетнам небольшой. Так, ну что, мы уже на станции. Короче, выдали билетик вот такой. В общем, погода испортилась, мы уже даже чуть-чуть промокли, когда ехали с Митяем. Байк стоит отправить в Нячанг на этом же автобусе 650 донгов за то, чтобы не ехать на нем вот в такую погоду 350 километров. А вот здесь жарится курочка или свининка, не знаю, но пахнет вкусно. Короче, ждать еще где-то час автобус. И все, зарядим просто тропический ливень. Кстати, по прогнозу погоды нам тайфун обещают какой-то лютый просто. Вьетнамцы тут к нему готовятся, деревья все стригли. Самое, чего я не хотел, это ехать мокрым, а я уже промок просто, и теперь у меня вся дорога будет... Блин, мокрая одежда. Да, вот такая вот, короче, монсунная тема. Пыкать, говорю, придется в такой погоде. Да, уже привыкается. Наоборот, жара ушла, немножко дождя летнего. Кайф, ну такое. Ну такое. На любителя, короче, да. Большого. Ребят, ну что, у нас уже ночь на дворе. У меня сливают бензин с байка. Прикиньте, что сказали. Я говорю, блин, дайте я возьму в бутылку с собой бенз. Они говорят, нет, мы сольем весь твой бензин, и когда тебя высадят, мы тебе пол-литра зальем обратно, и ты поедешь заправляться. Представляете? Хорошо, что я не стал полным баком сюда приезжать. Вот это коммерсанты, блин. Я еще и заплатил за этот билет. Еще и без бенза остался. Да, вообще. Ну ладно, что ж поделать-то. Благо бенз здесь и копейки стоит вообще. Короче, такая система. Я ждал на самом деле, что он будет ртом, вот это, знаете, с шланга ртом высасывать мой петроль. Так, ну что, грузимся. Я один, кстати, человек с скутером еду в Нячанг. Сейчас посмотрим, как они его будут грузить. Обычно за рейс они вот один или два байка погружают спокойно. Смотрите, много мест. Так, погнали. Интересно, как они. Опа, нормально. Один вообще. Ну ты даешь, мужик. Ну ты красавчик. Широкую на широкую, мужики, надо. Какая классная услуга, народ. Я реально просто вот зачем ехать 300-500 даже километров на байке в дождь, когда можно за 650 донгов просто доставить вашего коня в тот город, в котором вы будете на нем спокойно кататься, кайфовать и все. Гляньте, как удобно. Так, ну ладно, чё, бро, давай, я погнал. Увидимся. Все, давай. На связь. Будешь в Нячанге, пиши. Да буду стопудово, если долетишь. Все, давай, Митяй, счастливо. Так, ну все, блин, внизу еду. Что-то не было возможности выбрать место. Ну ладно, прикольно. Ну что, народ, видосик, наверное, завершу. Не знаю вообще, о чем он был, про что. Короче, приеду, наверное, буду что-то снимать, посмотрим. По друзьям там покататься. Вообще, в целом, новым взглядом на Нячанг посмотреть интересно даже самому. Гастротур себе устрою, снова дешевая еда. Так что спасибо, что наблюдаете. И скоро увидимся. Пока. Я надеюсь, что когда я приеду, не будет ливня и тайфун этот не накроет Нячанг, потому что если я буду высаживаться просто в дичайший ливень с байком еще без бензина, это будет настоящее цирковое представление. Давайте посмотрим, что здесь вообще есть. Я вот на таком, кстати, басе еду первый раз. Есть телек. Так, массажа, по-моему, здесь нету. Type-C и обычный USB-порт. И вот это просто... Это что? Это, подожди, это что, зарядка, что ли, беспроводная для смартфона? Да ладно. Что за нанотехнология? Это реально зарядка? Это беспроводная зарядка, блин. Офигеть, кто это придумал? Гениальная штука, очень удобно. Телефон все время под рукой. Блин, и первый раз вижу такую тему. Очень круто. Вот разложился уже. Что делать в дороге? Буду монтировать этот видос. Да, может даже поспать чуть-чуть удастся. Или там уже посплю к приезду. Еще последний день такой чуловый на самом деле получился.
много дел всяких поделано. Класс. Состояние очень в этот раз спокойное, потому что обычно, когда я переезжаю куда-то, у меня такое, мандраж какой-то больше присутствует, а сейчас прям какой-то чил вообще. Может, потому что я уже в знакомые места иду. В любом случае ништяк. Движение – это жизнь, друзья. Так что двигайтесь.